Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! В этом выпуске я хочу познакомить вас с первым, самым футуристичным и управляемым сообществом, которое стремится привнести в наш мир надежную социально-экономическую блокчейн-архитектуру, обеспечив при этом безупречные финансовые услуги без посредников. И да, как вы уже поняли, исходя из названия этого видео, речь сейчас пойдет о DAO One. Поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите этот ролик до конца, потому что прямо сейчас вас ждет много интересной и полезной информации. И начну я, пожалуй, с самого главного, с пояснения, что же такое DAO One. Но для начала я напомню вам, что само значение DAO трактуется как децентрализованная автономная организация, которая работает автономно и в соответствии с правилами, прописанными в смарт-контрактах. Что же касается DAO One, то это тоже децентрализованная автономная организация, которая работает на базе смарт-контрактов, исполняемых программ и протоколов. Однако стоит отметить, что форма управления, предлагаемая DAO One, использует не только различные привилегии, но и дает всем ее участникам право голоса для формирования консенсусов, направленных на решение каких-то важных вопросов относительно развития всей экосистемы. Более того, в отличие от известной нам демократии, когда исполнительные полномочия и решения предлагаются определенным лицам, DAO One принимает во внимание всех держателей своего токена, то есть каждого участника системы, не предоставляя при этом кому-то конкретно полномочия для управления организацией. А все потому, что главная цель DAO One – это создать поистине живой, дышащий организм, которым могут полностью управлять его члены уже с первого дня. И уж поверьте, управлять вам будет чем. Ведь если взглянуть на всю доступную структуру DAO One, то мы увидим, насколько она многогранна, уникальна и, я бы даже сказал, многофункциональна, так как включает в себя большое количество финансовых инструментов, среди которых есть как децентрализованный фонд, стейкинг, фарминг, платформа инкубатора, крипто венчур и стартап фонд, а еще андеррайтинг, NFT благотворительных коллекционеров и даже международные хакатоны. Но об этом всем более подробно вы узнаете уже прямо сейчас. Итак, что же такое децентрализованный фонд со встроенным гибридным советником? Это децентрализованная платформа, которая направлена на помощь инвесторам, которые с помощью гибридного советника, в основе которого лежит искусственный интеллект, смогут получать огромное количество необходимой информации, начиная с возможности корректировать все свои торговые стратегии, а также получать фундаментальный и технический анализ и много чего другого, что будет полезно каждому трейдеру. Таким образом, все члены DAO One могут мгновенно поставить любую допустимую монету или же токен с помощью робо и на основе предоставляемых рекомендаций получить максимальную выгоду. Проще говоря, данный инструмент обеспечит автоматическое консультирование, которое позволяет снизить риск и максимизировать полезность в сообществе DAO One, подарив тем самым превосходство относительно других подобных автономных организаций. Что ж, с этим, я надеюсь, мы разобрались, поэтому предлагаю двигаться дальше. Ведь помимо данного фонда у DAO One есть целый ряд других инструментов и функций, включающих в себя стейкинг и фарминг. Что же касается стейкинга, то DAO One стремится реализовать упрощенный механизм ставок с высоким процентом вознаграждения, который в свою очередь позволяет всем членам сообщества получить большую высокую прибыль, чем любые другие депозиты на фиксированный срок, доступны в настоящее время на рынке. Однако, несмотря на все это, сам механизм будет гибким, поэтому распределение доходов, а также выплаты бонусов будут регулярно пересматриваться, и любые изменения в них будут вноситься, как всегда, исключительно путем голосования на уровне всего DAO One сообщества, что я считаю очень здорово. Если же говорить о фарминге, то здесь DAO One также намерен предоставить всем своим участникам сообщества достойные инструменты, используя которые держатели токенов могут легко депонировать свои токены DAO One и Ethereum в пулы ликвидности DEX на таких торговых площадках, как Uniswap, SafeSwap и QuickSwap, получая при этом приятную долю комиссионных за транзакции, генерируемые той или иной биржей, что в среднем составляет около 0,3% от их доль в общем пуле средств. Более же подробную информацию об этом всем вы сможете получить уже и самостоятельно. Для этого в описании я, как всегда, прикреплю все сопутствующие официальные ссылки DAO One. Продолжая же вас знакомить с особенностями и преимуществами DAO One, не могу не обратить ваше внимание еще и на платформу инкубатора DAO One, которая намерена предоставлять новым развивающимся проектам как эксклюзивное наставничество,
так и средства по развитию и доступ к другим рентабельным партнерским отношениям до тех пор, пока не будет готов презентуемый проектом продукт или же услуга. Что я считаю очень здорово, когда у начинающих проектов будет такая надежная поддержка. Но и это, как вы понимаете, еще далеко не все, так как помимо помощи начинающим проектам, DAO One посредством Crypto Venture in Startup Fund предлагает всем своим участникам экосистемы портфель, гарантирующий инвестиции, причем с любой монетой по вашему выбору. Что это значит? Это значит, что Crypto Startup Fund поддерживает инвестиции с любой монетой по выбору в различных фондах, которые имеют привлекательную API. При этом стоит отметить, что Crypto Venture and Startup Fund будет полностью лицензированной платформой, а фонд DAO One устранит для всех своих участников барьеры для входа, обеспечив тем самым им максимальную вовлеченность на всех уровнях их опыта. То есть инвестировать в Crypto Venture and Startup Fund можно будет даже от $100, что я считаю очень здорово. Дополнять же все эти и не без того крутые и полезные инструменты еще и NFT благотворительных коллекционеров. Данная функция позволит всем членам сообщества DAO One поддерживать ряд благотворительных организаций напрямую из доступной платформы. Более того, данная функция позволит любому члену сообщества или же артисту, продающему токенизированный NFT, собирать средства и делать при этом пожертвования на благотворительные цели по своему выбору, что, как по мне, тоже звучит очень классно. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли в комментариях. Что же касается андеррайтинга, то более подробную информацию о нем вы сможете получить уже самостоятельно, потому что прямо сейчас я все же хочу рассказать вам о первом проводимом хакатоне от DAO One, который стартует уже в этом месяце, 18 июня 2021 года и продлится по 20 июня 2021 года. Стоит отметить, что данное мероприятие представляет собой международные соревнования, которые позволяют талантливым командам разработчиков со всего мира продемонстрировать свои навыки и таланты по созданию будущих решений. Ведь, как вы уже поняли, DAO One – это поистине технологический центр, стремящийся постоянно обновлять свои инструменты и модули для роста как всего сообщества, так и их собственного токена DAO One. Так что, дорогие друзья, если среди вас есть специалисты, разбирающиеся в представленных категориях для конкурса, то, как говорится, не стесняйтесь продемонстрировать все свои возможности в первом международном хакатоне DAO One, который, кстати, если вы обратили внимание, подразумевает под собой еще и денежные призы. Подводя же небольшой итог всему вышесказанному, пару слов скажу и о самом токене DAO One, который в равной степени будет доступен для использования на всех вышеперечисленных платформах. При этом общая сумма поставки его будет не так велика, как мы привыкли сейчас это видеть. Составит же она всего лишь 3 600 000 токенов. Что же касается его структуры, то DAO One является токеном ERC-20 стандарта, приобрести который с почти нулевой комиссией за газ вы можете через Polygon, также известный как Matic Network. Ознакомиться же с более подробной инструкцией о том, как именно это сделать, вы сможете посредством доступной статьи на официальном медиум-канале DAO One, ссылку на которую я обязательно оставлю в описании. А на этом у меня все. Надеюсь, вы досмотрели данный выпуск до конца, и у вас сложилось достаточно хорошее впечатление о DAO One. Если да, то дайте об этом знать в комментариях. Ну а я по традиции благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска. Всем удачи и до скорого!